Добро пожаловать на канал и прошу извинения у тех, кому тема этого видео покажется прописной истиной. Говоря откровенно, я и сам того же мнения, однако довольно часто встречаются видео и текстовые публикации, в которых утверждается, что сумма арктангенса x и арктангенса единицы, деленная на x, всегда равна π пополам. В одном сайте некто просит помощи в решении вот такого уравнения, а ему отвечают: да нет, это не уравнение, а тождество, что меня особенно разозлило, так как такая помощь, мягко говоря, никому не нужна. На самом деле, простой пример показывает, что равенство не всегда верно. Полагая x равным минус единице ввиду нечетности арктангенса, против чего, я думаю, никто возражать не станет, находим, что арктангенс x, то есть арктангенс от минус единицы, это минус арктангенс от единицы, то есть минус π деленное на 4. При этом арктангенс от единицы, деленное на x, это также арктангенс от минус единицы и, следовательно, также минус π деленное на 4. Складываем арктангенсы и получаем минус π пополам, а вовсе не плюс π пополам, как утверждает равенство. Но хоть бы кто-то в комментариях дал опровержение. Так нет. Попробую в этом разобраться и покажу два способа исправить равенство, чтобы оно стало верным при любых допустимых значениях x. Обычно я предлагаю подумать, но здесь и думать не надо, чтобы понять, что дело в области значений арктангенса. Итак, если φ равно арктангенсу x, это означает, что, во-первых, тангенс φ равен x, а во-вторых, φ больше минус π пополам и меньше π пополам. При этом, поскольку в математике не бывает несущественных условий, каждое из условий одинаково важно. Замечу, что в отличие от арксинуса, область значения арктангенса является открытым интервалом. Поскольку на обоих концах интервала для значений плюс-минус π пополам тангенс не определен. Согласно одной из формул проведения, тангенс от π пополам минус φ равен котангенсу φ, то в случае, когда тангенс φ, то есть x, отличен от нуля, равно единице, деленной на тангенс φ, то есть единице, деленной на x. Мы видим, что за одним исключением первое условие для угла π пополам минус φ выполнено. Его тангенс действительно равен единице, деленной на x. Посмотрим, всегда ли выполняется второе условие. Поскольку φ находится в интервале от минус π пополам до π пополам, и этот интервал симметричен относительно нуля, значение минус φ находится в том же интервале. Прибавляем π пополам ко всем частям неравенства и находим, что значение π пополам минус φ лежит в интервале от нуля до π, который не вполне совпадает с областью значений арктангенса, чем и объясняется неверность равенства в общем случае. Зато интервал от нуля до π является в точности областью значения арк-котангенса. И поскольку согласно другой формуле приведения котангенс от π пополам минус φ это тангенс φ или x, можно без колебаний записать, что π пополам минус φ это арк-котангенс от x. Заменяя в этом равенстве φ на арктангенс x, приходим к тождеству арктангенс x плюс аркотангенс x равно π пополам, верное для любых значений x. Итак, одно предложение по исправлению равенства у нас есть, однако кто-то его может не принять, предпочитая сохранить сумму двух арктангенсов в левой части равенства. Попробую удовлетворить это пожелание. Давайте в системе координат начертим тригонометрический круг и отметим, что областью значений арктангенса является правая полуплоскость. При этом, поскольку значения φ и π пополам минус φ равно стоят от угла π деленного на 4, соответствующие точки окружности симметричны относительно биссектрисы первого и третьего квадрантов. Замечу, что если x больше нуля, значение арктангенса x также положительно, точка, соответствующая арктангенсу x, то есть φ, находится в первом квадранте, следовательно, точка, соответствующая π на 2 минус φ, также находится в первом квадранте, а следовательно, в правой полуплоскости. И поскольку тангенс от π на 2 минус φ равен единице, деленной на x, π на 2 минус φ является арктангенсом от единицы, деленной на x, откуда, заменяя φ арктангенсом x, находим, что арктангенс x плюс арктангенс единицы, деленной на x, равно π пополам.
Так что в этом случае равенство верно. Если x равно нулю, значение единицы, деленное на x, не определено, следовательно, равенство не имеет смысла. Если x отрицательно, значение φ также отрицательно, поэтому соответствующая точка лежит в четвертом квадранте. В таком случае симметричная точка, соответствующая углу π на 2 минус φ, лежит во втором квадранте, вне области значения арктангенса. Вычитая π, получаем угол минус π на 2 минус φ, соответствующая точка которого диаметрально противоположна и лежит в правой полуплоскости. И поскольку π является периодом тангенса, тангенс от минус π на 2 минус φ равен тангенсу от π на 2 минус φ и равен единице, деленной на x. В таком случае минус π на 2 минус φ и есть арктангенс от единицы, деленной на x. И в очередной раз, меняя φ на арктангенс x, находим, что арктангенс x плюс арктангенс единицы, деленной на x, равен минус π, деленному на 2. Мы видим, что при всех допустимых значениях x, то есть при x отличном от нуля, сумма арктангенса x и арктангенса единицы, деленной на x, равна π пополам со знаком, совпадающим со знаком x. Таким образом, эта сумма равна π пополам умноженному на x, деленному на абсолютную величину x. Или π пополам умноженному на сигнум x, где хорошо известная функция сигнум x определена как единица, если x положительно, 0, если x равен нулю, минус 1, если x отрицательно. И, следовательно, сумма двух арктангенсов является кусочно-постоянной функцией с разрывом в нуле, где она не определена. А если рассматривать ошибочные точности как уравнение, то ответом, конечно, является множество всех положительных значений x. И это все.